Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Тема расклада: что вас удивит в загаданный вами срок. Загадайте сроки, чтобы мы уже знали, на какой период вы смотрите, каждый свой срок. И сегодня расклад без сигнификации. Итак, смотрим. Что вас удивит? Что вас удивит? Сразу, конкретно к делу. Колода 78 дверей расскажет нам об этом. Итак, причины того, почему вы с этим столкнулись. Причина. Колдовское таро, шикарная колода, обожаю ее. Кстати, кто еще ко мне не подписался, подписываемся. У меня еще 2 канала на YouTube. Таро Мания подсказка судьбы. И Таро Мания Шотс. Так что подписывайтесь и наслаждайтесь просмотрами. Так, и итог ситуации. Что же вас удивит и к чему это приведет? Так, все шикарно. Расклад состоялся, вы можете определиться с вариантом, сосредоточиться, сконцентрироваться и в первую очередь подумать о себе любимой. Ну что, давайте приступать. Итак, смотрим. Минутку я попью воды, что-то у меня сразу горло начало першить. Ну, что вас приятно удивит? Приятно, неприятно, это я не знаю, но дело в том, что к вам будет пробиваться человек, который когда-то вам в чем-то отказал. То есть король мечей, мужчина, видите, вы сидите здесь в инвалидном кресле. То есть после того, как вы с ним столкнулись, после того, как вы, может быть, о чем-то его просили, он вам в этом отказал, он вам не помог, он вас разочаровал, он на самом деле отвернулся от вас. Это может быть что угодно. Для кого-то это отношения. Для кого-то это работа, для кого-то это может быть родственник, который не помог вам в трудную минуту. То есть этот человек не протянул вам руку помощи. Но сейчас, в данный момент, он возвращается для того, чтобы все-таки исправить эту ошибку. Для кого-то это может проиграться бывший, с которым вы длительное время не общались, но человек идет по-новому. Нулевой аркан говорит о том, что все-таки он идет для того, чтобы по-другому действовать в вашу сторону, что-то предложить новое, оправдать поступками все-таки ваши ожидания и так далее. То есть, понимаете, как будто бы человек осознал, что я так поступать не должен был именно с ней. Еще здесь есть одна трактовка, все-таки нулевой аркан, да, знакомство с человеком, который будет очень активно пробиваться в вашу жизнь. Вот у него прям цель добиться своего. И он будет действовать несмотря ни на что. То есть здесь, честно могу сказать, может быть 2 трактовки. Мы попозже еще посмотрим, да, с чем это связано и к чему это все-таки приведет. Но дело в том, что или человек, которому вы отказываете, или которому четко говорите, что вам не интересно, но он все равно пробивается, или вам что-то предлагают прям конкретное, да, то, что вы не хотели уже, может быть, даже получить в своей жизни. Почему? Потому что здесь я вижу, что вы как будто бы то ли отказались от чего-то, то ли вы уже, знаете, как-то перестроились на что-то другое. Очень часто у нас бывает, что исполнение желаемого приходит к нам тогда, когда нам это совершенно уже не нужно. Вот у вас может проиграться именно такая ситуация. Или из прошлого кто-то возвращается, или же у вас появляется некая
некое новое предложение, о котором вы когда-то мечтали очень-очень давно. И сейчас, честно могу сказать, вы будете обдумывать, нужно ли мне это или не нужно. Вот это, как говорится, закон подлости, да? Когда мы об этом мечтаем, и когда для нас это центр вселенной, нам это не дается. Но как только мы отпустили мечту, как только мы переключили свое внимание на что-то более реальное, может быть, да, нам тут же дается исполнение желания. Ну-ка, давайте посмотрим причины того, что это к вам пришло. А пришло время, ничего себе. Вы знаете, башня говорит о том, что пришло время менять свой образ жизни, переключаться уже на более что-то прочное, стабильное. Вам дается возможность или обрести семью, или обрести некую финансовую стабильность. А также как будто бы здесь у человека начинается этап длительности. То есть то, во что вы вкладываетесь, будет надолго. Если это отношения, это длительные отношения. Если это работа, то это будет хороший, прочный, такой стабильный контракт. Если это заработок, вы будете знать вообще, если честно, сколько вы будете зарабатывать, сколько вы будете получать, как распределять свои финансы, на что вы можете потратить, на что нет. То есть вы конкретно можете распределить ваши деньги на какой-то период. Ну а также у кого-то идет возможность обрести свою недвижимость или жилье. Но благодаря предложению этого короля мечей. То есть здесь прям конкретно у вас в жизни появляется король мечей. Не обязательно, что он воздушного знака, нет. Он может быть какого угодно знака зодиака, но здесь именно он идет с каким-то предложением, которое даст вам возможность изменить вашу судьбу и обрести что-то важное. Ну-ка, давайте посмотрим, к чему все-таки это приведет. Ну, я говорю, у вас пришло время менять судьбу. Ну, конечно, к чему это приведет, а к тому, что вы будете думать. То есть, если раньше мужчина был холоден с вами и принимал решение, полагаясь только на разум, то сейчас вы будете принимать решения, полагаясь на логику. Если бы раньше вы растворились в этой ситуации, вот честно говорю, да, иногда бывает, что мы что-то хотим вот всей душой, но нам это не дается. А проходит время, мы уже и подостыли. Почему? Потому что здесь я вижу королева мечей, она подостыла. Она уже не знает, а вообще нужно ли ей это. Это когда, к примеру, женщина очень хочет выйти замуж, и для нее это цель жизни. И она вкладывается в поиск мужа, и она старается и пытается, но у нее не получается. Но проходит время, она вроде как бы стала самостоятельной, привыкла к своей независимости, и тут ей мужа дают. И она не знает, что с ним делать. Вот у вас теперь будет болеть голова. Принимать ли мне эти перемены или не принимать? Еще раз повторяю, для многих может проиграться возвращение бывшего. И колесо фортуны нам четко на это указывает. То есть человек решил восстановить что-то. Человек решил как-то, вы знаете, опять попробовать себя рядом с вами. Но решение от вас теперь зависит. Если раньше от него, теперь от вас. Так что я вас поздравляю. Придется вам обдумать какую-то ситуацию. С одной стороны, вам будет приятно, что о вас не забыли, что вас оценили, если это касаемо работы, что все-таки заметили ваши знания, ваш опыт и так далее, и что о вас вспомнили. Или что вас любят. Ну а с другой стороны, как бы мне приятно не было, сейчас я на первом месте. И я должна понять, хочу ли я этого. Вы будете обращаться к своим желаниям теперь заново. Удачи, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться на этот канал. А мы переходим ко второй позиции. Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Давайте смотреть. Что вас удивит? Что же вас удивит? Интересно. Но здесь я хочу прояснить. Почему? Потому что здесь есть какая-то тяжелая ситуация. Или вам придется обратить внимание на свое здоровье.
То есть конкретно вам нужно будет заняться своим здоровьем и очень активно, между прочим. Ну уж точно не так, как вы вкладывались в это ранее. То есть, может быть, кто-то на что-то махал рукой. Бывает такое, да? Да, ну, пройдет, поболит, пройдет. Вот бывает такое. Почему-то пришло у меня прям здоровье. Еще ситуация. Вы узнаете о том, что люди, которые вам вредили, вот прям конкретно вставляли палки в колеса, эти люди расплачиваются сейчас по счетам. Ну, то есть, что-то в жизни у них происходит и очень-очень плохое. Вы, может быть, уже и забыли про них, вы уже и не думаете. Может, вы с кем-то поругались когда-то давно, может быть, вы с кем-то конфликтовали. Это может быть в коллективе конфликт, в дружбе, в родственных отношениях. Вот вы узнаете о том, что этому человеку сейчас очень тяжело, хотя вы даже бы и не подумали, что у него могут быть какие-то такие серьезные проблемы. Почему? Потому что человек достаточно такой изворотливый, хитрый, человек, который умеет за себя постоять, у него все время все что-то получается. И вот, честно скажу, какая-то новость, которая на самом деле вас удивит. Что вас удивит? Ага. Интересно, здесь карты легли. Вы знаете, перед вами вообще, в принципе, открывается некий путь. Некий путь, по которому вы бы никогда не пошли. Может быть, в работе. Новый способ заработка, новый метод работы, новое направление, люди, с которыми вы будете общаться. Но здесь именно касаемо реализации какой-то идеи. Вот смотрите, две семерки. Семерка жезлов и семерка пентаклей. То есть по семерке пентаклей вы привыкли действовать в одном направлении. Вот именно таким способом. Взаимодействовать с такими людьми, к примеру. Общаться с кем-то вот именно вот так. Но вам придется поменять свою методику, свою тактику, свою манеру поведения. Почему? Да потому что вы поймете, что именно действуя другим способом, вы сможете получить желаемое. И вы очень быстро перестроитесь, кстати. Очень быстро перестроитесь. Но карта мира говорит о масштабировании, о расширении, о возможностях. Еще вот кто работал, например, да, в какой-то организации. И вот я начала здесь говорить про людей, которые вам вредили. Здесь на самом деле был кто-то, кто вам вредил. Вот как будто этот человек на самом деле то ли уйдет сам, и освободится место, и вы сможете занять его место, именно ту должность, о которой мечтали. То есть здесь реализация какой-то идеи, которая раньше, она была в каких-то ограничениях, в каких-то рамках. То есть вам не давали это получить, потому что был человек, который вам вредил, который осложнял вам жизнь. Потому что я вижу, что здесь конкретно есть кто-то, кто вставляет вам палки в колеса. Вот этот человек, он уйдет с вашей дороги. То есть прям уйдет. Кто-то вам осложнял жизнь. Видите, карта мира освобождение. Освобождение, и у вас двери открываются, и у вас возможности появляются. Ну, у кого-то просто негатив уходит. То есть на вас магичили, кто-то на самом деле, да, пытался вам закрыть дороги, а здесь завершилось действие негатива. Или кто-то чистки делал, и они окажутся очень эффективными. Так, смотрим, почему с вами это случилось. Ух ты, императрица. Девочки, тут у кого-то открывается ситуация в личной жизни. Кто не в браке, возможность встретить мужа. Вот кто не в браке, кто мечтает о муже, у вас будет возможность выйти из одиночества и встретить мужа. Кто в браке, у вас было одиночество вдвоем, эта ситуация разрешится. То есть у вас прям идет возможность разрешить какие-то проблемы в личной жизни. Туз жезлов, я сказала, это реализация какой-то идеи. У кого-то это парные отношения, у кого-то это
восстановить семью, у кого-то сохранить семью, а у кого-то это продвинуться в бизнесе. То есть император, императрица. Добиться успеха в бизнесе или в карьере. Вот у вас это получится, потому что у вас была какая-то ситуация постоянно в застое. Вы чего-то ждали, двери не открывались. Я же говорю, как будто перед вами были все двери закрыты. Все двери закрыты. И вам здесь, честно могу сказать, то ли кто-то мешал, вот кто-то мешал, то ли у вас на самом деле по карте мира это мировые события, которые не давали вам возможности развернуться. Короче, вот эта ситуация, она уйдет. И очень неожиданным способом для вас. Разрешится какой-то вопрос, который очень долго не решался. Ладно. К чему это приведет? Я говорю, у кого-то семья создается. Опять карта мира, карта мира. Ой, двоечки, готовьтесь. Кто не в браке, встретите своего будущего мужа. Обязательно. Здесь прям мужчина для семьи идет. Кто в браке, мужчина поймет, что любит, терять не хочет. Сделает предложение. Ну а кто конкретно сконцентрирован на работе, на карьере, вы сможете реализоваться и исполнить ваши мечты очень неожиданным для себя способом и создать очень комфортную ситуацию вокруг себя. То есть кубковая мазь — это когда я работаю с удовольствием, на работу как на праздник, когда я решил все проблемы. Король кубков у нас — решение кризисных вопросов. А здесь конкретно были вопросы, которые никак не решались. Две карты мира. Ну, честно, вот для кого-то прям встреча мужа. Или восстановление семьи. И самое главное, что мужчина к вам с любовью. И мужчина к вам всем сердцем прям. И очень быстро это все произойдет. По тузу жезлов, да, это то, что решается очень быстро, очень активно. Ну что, хорошо, смотрим дальше. Ставьте лайки, пишите «принимаю». А мы переходим к третьей позиции. Третьей позиции. Что вас удивит? Вот что вас удивит? Вы тайну узнаете какую-то о ваших родственниках или о вашем роде. Ну, не знаю, может, кто-то узнает о том, что у вас там есть какой-то сводный брат или сестра. Кто-то узнает, что у вас там в роду там были целители, да, были, может быть, маги, колдуны по луне, да. Но вообще про ваш род вы узнаете какую-то информацию, которая была закрыта. Это была тайна, ее скрывали, о ней не говорили, замалчивали, умалчивали. Ну, не знаю, может быть, там у деда на стороне был какой-то ребенок, да, и вот у вас, оказывается, есть еще одна родовая ветка, и вы узнаете про своих родственников и так далее. Ну, то есть здесь прям конкретно говорится, что какая-то тайна про ваших родственников. Еще здесь может быть что-то вы узнаете скрытое про вашу недвижимость, или про возможность заработка. То есть для кого-то прям раскрывается возможность заработать совершенно другим путем, о котором вы даже не подозревали. Ну-ка, смотрим дальше. Кстати, наследство может быть от человека, от которого вы не ожидали получить. Почему? Причины. А вас готовят к успеху. Вы знаете, прояснение ситуации, девятка мечей еще, кстати. Вот почему это происходит? Ну, во-первых, если мы все-таки говорим про тайну и про ваш род, человек, с которым вы познакомитесь, человек, с которым вы будете общаться, ну, например, вы узнали, что у вас есть какие-то родственники, вы узнали на самом деле, что у вас, не знаю, там... где-то далеко живут родственники, они вас приглашают. Короче, знакомство с этим человеком, туз мечей, король жезлов, говорит о том, что вы можете получить возможность то ли реализоваться, то ли заработать
то ли, если честно, да, что-то изменить в своей жизни. Этот человек поможет вам принять решение, прояснить что-то. Этот человек может повлиять на вашу судьбу. То есть какой-то там дальний родственник подскажет вам что-то, даст вам какой-то совет. Поэтому род вас соединяет. Род вас соединяет. Если же перед вами открывается, понимаете, туз мечей, вам нужно узнать эту информацию, вам нужно ее прояснить, вам нужно ею воспользоваться. Не только узнать, но и воспользоваться. То есть король жезлов — это конкретные действия, которые приведут к успеху. А эта информация конкретно вам дает возможность дойти до этого успеха. Поэтому причина того, что вы узнаете это, потому что, во-первых, вы заслужили, а во-вторых, Вселенная вас ведет к развитию, к расширению, к увеличению, к какому-то успеху. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну да, здесь трансформация в вашей жизни. Шанс вам выпадает. Туз мечей, туз пентаклей. Вам выпадает шанс то ли переехать, то ли получить быстрое развитие, то ли стать богатым. Кстати, между прочим, благодаря, может быть, вашим дальним родственникам. Но здесь конкретно вы меняете жизнь в лучшую сторону. Это как удача, которая свалилась на вашу голову. Еще, если вам предлагают какой-то новый вид заработка, не отказывайтесь. Для вас это будет на самом деле очень стабильный заработок, которым вы можете наслаждаться очень длительное время. Ну что, удачи вам! Всего вам самого хорошего. Ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться на этот канал. У меня на YouTube еще 2 канала, ссылочки внизу под видео. Пока-пока.